Всем привет! Вы на канале Даблтоп, меня зовут Александр Игнатенко. Сегодня мы поговорим об очень интересном токене, это Frax, точнее Frax Finance, вообще во всей платформе, о его стейбле, о том, почему мы его уже держим так долго, чего мы ждем от уже этой осени. То есть на самом деле видео такое прикладное максимально, вы посмотрите и решите, надо ли вам токен брать или нет. Я не хочу, чтобы вы просто покупали монету, потому что Гнат ее купил. Когда вы ходите, не знаю, что она делает, не знаю. Надо все знать, все активы, которые вы покупаете. Потому что зачастую, когда вы покупаете там iPhone, вы же знаете, что он делает. Это же не просто там звонилка, условно говоря. И тут то же самое в крипте. Когда вы будете понимать, что делает проект, о чем он, какие триггеры для роста, тогда вас ждет финансовый, собственно говоря, успех. Погнали! Итак, Frax вообще это целая DeFi экосистема, которая может существовать как соло, так и быть частью остального вообще вот DeFi вселенной, скажем так. Это вот надо сразу понимать, что это не то, что оно единое, оно может и так, и так. Вообще в целом очень много математических моментов будет, которые я постараюсь объяснить простым языком. С вас лайк, с меня вот пот в объяснении сложных вещей, потому что я честно скажу, я и сам сразу не до конца въехал, что произошло. Вообще начнем с простого, вот сам сайт Frax, вы можете почитать, что тут у них есть и Frax Stablecoin, и FPI, и Frax Ethereum, ну то есть обернутый Ethereum, на который есть доходность, у них что там и свапалка есть, и Fraxland, и Fraxfree, об этом чуть позже поговорим. То есть на самом деле вот это реальное применение, оно конечно супер тяжелое, оно конечно же уйдет куда-то под капот, и для большинства пользователей оно просто под капотом, но надо понимать одно, что Frax это гибридный стейбл, который частично обеспечен, а частично алгоритмичный. Конечно же, алгоритмичный стейбл нас сразу пугает, потому что, не обеспечен на 100% стейблом, это уже не очень. Но просто если бы был бы стейблом обеспечен, как сейчас, на 95,5%, 94,5%, он обеспечен USDC, то, по факту, это был просто обертка USDC, ничем бы не отличался. Здесь он, делается основа на том, что 94, вообще зависит сильно от рынка, то есть вот этот процесс происходит такой, когда супер большое доверие к рынку, он начинает быть обеспечен Frax Share, который мы, собственно говоря, с вами берем, вот он, да, Frax Share, FXS, постоянно портфель месяца, думаю, все в курсе. И он, соответственно, обеспечение Frax состоит из двух вещей. Это, конечно же, USDC, а второе Frax. Но тут просто про USDC сейчас поймете, потому что скажете, зачем нам обеспечение USDC. Чуть-чуть дослушайте до конца. В общем, да, вот 5,5% обеспечено Frax Shares, governance токен, который на голосование влияет, через классический механизм минта и сжигания. Конечно, вы скажете, такое было уже у UST, да, Луну мы уже все прошли, но тут все-таки механика другая, и лично у меня вера в проект, что здесь может стрельнуть, и опять же, помните, как Луна стрельнула. Ни в коем случае не заносите сюда всю котлету, но я лично немного держу Фракса уже достаточно давно, и вот жду, когда же произойдет. Я думаю, что, возможно, прямо этой осенью, нет, так уже зимой 2024 начнется самая, скажем так, жесть. Благодаря механизму того, что, стейбл обеспечен Frax Share, он увеличивается в цене, когда увеличивается supply Фракса, то есть, когда люди просто минтят Frax, токен растет в цене. То есть, по сути дела, если будет запрос на алго стейбла, а он по-любому будет, то Frax будет расти органически, если так можно выразиться. Тут такая комбинированная механика, она, якобы, опять же, тут я не могу сказать, что я какой-то супер специалист по стейблам, я думаю, таких вообще в целом людей в мире не очень много, раз мы UST видели, там и с USDC депегалось, то он якобы делает более устойчивым к рыночным вызовам, чем других полностью алгоритмичных процессов, но в то же время делает более уязвимым к цензуре и регуляции. Тут есть нюанс, что если Circle, это эмитит, который USDC выполняет, просто заморозит смарт-контракты, то Frax'у все. Может быть такая проблема возникнуть, этого нельзя, скажем так, отрицать. По поводу Frax сама, это вообще автоматизированная машина по заработку денег. Вот вы должны понимать, что капа у Frax'а 750 миллионов и 700 миллионов обеспечено, значит, чем? USDC. И эта компания отлично понимает, что надо деньгами, которые у них есть, а у них есть просто 800 миллионов USDC. Деньги должны работать, и надо куда-то их инвестировать. Поэтому они закидывают в различные протоколы. Здесь, понятно, есть и Earn, Aave, Compound, Olympus, Uniswap, Curve, вообще все, что вы видите, даже Optimism V3 вот есть. Тут он даже так красиво все сделано. Я вообще, собственно говоря, видел эту историю, когда она только вышла, мы тогда еще думали, что полупирамидальная штука, но нет, и вот сейчас вы дальше поймете, почему нет. Вообще, досмотрите
досмотрите видео хотя бы до середины, поймете, в чем сок этого Фракса и почему я сейчас делаю ставку на этот проект. Тут они много куда раскидывают ликвидность для того, чтобы как бы параллельно зарабатывать с этим. Надо сказать, что Фракс никогда никуда не отправляет деньги USDC с локом. То есть, если им надо, то проблема вообще в чем? Некоторые банки, в том числе, или там протоколы, или стейблы, они банкротятся именно потому, что у них стейблы в локе, и тут им надо отдавать стейблы, и когда ты начинаешь отдавать стейблы, а у них заканчиваются стейблы, им надо как бы с лока брать, да с лока достать нельзя, то за счет, начинается там просаживаться цена токена, например, потому что они его продают в рынок, чтобы спасти стейбл. Тоже, это просто, что по сути дела с Луной, в небольшой вариации. Здесь же мы видим, что доход протокола состоит 28 миллионов долларов в год, и это все сделано полностью без каких-либо локов. То есть вы можете посмотреть, доход реально действительно большой, то есть компания зарабатывает деньги, и нам бы, конечно, хотелось бы тоже пристроиться. Вообще, напоминаю, что основной заработок, как кто-то зарабатывает, и там где-то посмотреть, можно ли присосаться ко всему этому. Важная стратегия заработка и влияния вообще на экосистему крипты, DeFi, в том числе общего, это накопление токенов Convex. Они еще накапливают Convex, CVX. Чтобы удерживать привязку к доллару, для стейблкона невероятно важно иметь глубокую ликвидность. То есть, смотрите, что я имею в виду. Очень важно, чтобы они этот стейбл, мы с вами, я взял, наминтил себе Фракса, и хочу его, поменять на другой стейбл. Очень важно, чтобы была ликвидность глубокая, чтобы я поменял там 10 миллионов, а стакан не дернулся. Поэтому им важны объем пула на керве. И вот тут у керв к Фраксу объем пула составит 437 миллионов долларов. Поэтому, в общем, выйти можно, да, с такой ликвидностью. Конечно, пока это еще недоступно миллиардам долларов, но как бы если у вас меньше 10 миллионов долларов, то в целом вам подходит эта история. Фракс является самым большим держателем токенов Convex. Это тоже важно понимать. То есть вообще в целом Фракс постепенно расширяет свое влияние. И вот говорю, сейчас подойдем к самому интересному. Фракс V3, ребят, вот это вот разнос. Вот Фракс V3, когда произойдет, по идее уже должен вот сентябрь, там аудит будет, наверное, после сентября. Но я как бы всегда закладываю небольшие задержки, как у всех обновлений эфира. Вообще в биткоине в крипте никто никогда не спешит. Если получат лицензию, эту возможность, они вот специально под это дело Фраксы оставали Financial Reserve and Asset Exploration, если я не ошибаюсь, компанию, которая специально существует для того, чтобы вот они могли за свои стейблы брать банды. Тут, конечно, по поводу бандов в США надо нюанс один рассказать, что такое вообще банды, трэжаки. Это вообще в целом, чтобы вы понимали, в Америке, вот тут я нахожусь, кстати, в Америке, все богатые большие дяди, они вместо того, чтобы доверять банкам, доверять там кому-то, они просто дают деньги в долг Америке, за это получают расписку просто, иронично она называется UST, владельцу которой они платят проценты, по долгу. И каждая облигация имеет там жизненный цикл, они там от 3-месячных до 30-летних, по-моему. Ситуация в том, что когда период закончился, они все равно выкупают эту бумажку по номиналу. И то есть, если я покупаю банды с доходностью, например, 5%, их иногда можно купить дешевле рынка. И таким образом, получается, если у них 5%, я купил, округлим тут, UST стоит по 100 долларов выпустили, его можно купить за 98, и таким образом, если я это куплю, у меня уже будет процент доходности не 5, а 7. Это вообще вот ровно вот этим занимаются богатые дяди, вы меня постоянно спрашивали про это, как это все работает. Особенно сейчас в Америке это, конечно, супер привлекательно, потому что сейчас доходность супер большая, и я говорю, опять же, если купили какую-то акцию, там, 10-летнюю, прошло 3 года, она в цене упала, потом кто-то ее перекупил, то у человека еще и больше доходность. То есть это, конечно, очень круто. В новой версии Фракс будет токенизировать банды, по сути дела, да, принося, триллионный рынок вообще можно принести в ончейн, просто внутрь все децентрализовано, все очень удобно, поэтому Фракс будет обеспечен бандами, а не USDC. Но это вообще смена парадигмы. Если у нас какой-то стейбл будет обеспечен бандами, то есть я, наверное, у меня даже к бандам больше доверия, да, чем к USDC, и у вас, я надеюсь, тоже. И тут момент такой, что, мне кажется, не до конца все это понимают, это не сильно форсится, потому что большинство блогеров просто кричат, и я в том числе, о ретро-дропах, о том, что надо что покупать, а в технологии сами не вчитываются. Вот для вас, пожалуйста, кому нравится этот контент, поставьте лайки, что мне надо понимать, какой вам делать контент. Я делаю самый разный, дабы словить уже наконец-то какой-то вайб и понять, что надо в основном выпускать. Это полезное очень видео для понимания, еще раз говорю, Фраксы, экосистемы, как это все работает. Для того, чтобы это все делать, минтить и редимить USDC, нужно легальное юридическое лицо с правом финансовой операции. Для этого они, собственно говоря, и открыли вот эту штуку, зарегистрировано все официально. Как обычно, вот в стиле Web3 они пытаются избавиться от посредников, то есть там тебе не надо кому-то там платить за то, чтобы жадным фондам, чтобы они нам купили
банды, потом их продали, они еще себе будут комиссию забирать за мин, за редим. То есть мы просто будем с фракса это все делать. Это супер круто. И всего будет там, ну, уже объявляено о том, что в несколько видов бандов будет фракс бонд, FXB, если я не ошибаюсь, с экспирацией до 4 лет. Цена FXB будет уже учитывать новую доходность. Короче, вы можете посчитать, что FXB как будто это фракс, только с дисконтом. Покупая однолетний фракс бонд по 95 центов, вы через год сможете его обменять на один фракс. То есть примерно такая механика должна быть. Тут у меня на самом деле есть рисунок, я не знаю, зачем я его вывел, вот, кому сильно надо, может разобраться. Но в целом тут можно понять, что фракс позволяет создавать и левериджить позицию, рекурсивно занимая фракс под фракс saving grade. И таким образом получится даже небольшое плечо, доходность до 10%. Если вы получите доходность 10%, ребят, я понимаю, что для вас многих это скажет, да ну я манал еще куда-то по 10% засовывать, но в целом 10-15% это уже огромный приход на стейблы, и если это все пройдет аудиты, контракты, и все будет прозрачно, а окончание аудитов намечено на сентябрь, то есть это прямо сейчас, потом начнется, получается, рост. И, соответственно, в этот момент, и тут еще очень важная точка, что нам с вами не надо же покупать вот этот фраг, закидывать 5%, мы должны с вами помнить, что вот есть фрагшер, и он должен, в моем понимании, расти в цене. И вот эта 14 цена, это вообще даже не годится. То есть у фракса потенциал действительно огромный, он может стоить и 5 миллиардов, в моем понимании. Опять же, и это вообще один из таких нарративов, потенциалов на Bullrun, потому что, ну, по идее, никуда не денутся большие кошельки, которые приходят, даже сейчас там идет обсуждение, что ETF на эфириум примут и так далее, и это может понестись, поэтому не стоит это забывать. Дальше мы можем обсудить S-Frax Ethereum. Это сервис ликвидного стейкинга. Был запущен после мерджа сразу. Сейчас почти полмиллиарда ТВЛ у нас на самом деле в текущий момент. То есть очень много действительно. И ну, вот такая доходность на S-Frax Ethereum 4.52. Да, вы тоже скажете, не очень много, но как бы у нас на самом деле в эфире много сейчас не заработает, наверное, нигде там, кроме нашего, вашего WhiteBit. Везде остальные доходности попадали. Но я могу сказать, что это все будет расти со временем. Поэтому принцип застейканного эфира, фракса, отличается от большинства протоколов. Вы можете выбрать, одолжить это валидаторам, чтобы валидаторы взяли ваш эфир и докинули себе недостающие до 32 ноды и на этом зарабатывали награды. Либо же положить его в пул на керв к эфиру и получать награды в керве. То есть тут два варианта, как зарабатывать. Но опять же, здесь IPOR не очень большой, но для китов это прям интересная история. Сейчас Frax работает над второй версией ликвидного стейкинга. Это тоже будет интересно. Это все, они все стараются сделать так, чтобы выжать максимум из вашего дохода. Конечно же, я напоминаю, что эта история, когда вы куда-то закидываете эфир, потом еще на него берете новый, есть точка, где вы можете ректануться, то есть если он сильно будет эфир падать. Поэтому я напоминаю, сильно с плечами не шутите, чтобы не заигрываться. Кстати, да, абсолютно любой может запустить ноду без разрешения посредников, как в Lido или Rocket Pool. То есть мне кажется, Frax в этом плане более интересен, скажем так. Так, что еще вам надо такое интересное рассказать, потому что у меня по поводу Фракса V2 тоже есть вот такой график. Ну, мягко скажем, задротская история. Ну, я всегда говорю, ребят, задроты побеждают. Если вам сложно, ну, блин, ну все равно старайтесь. В один момент вы сможете это все понимать. Это не то, что нельзя освоить. Это не пианино освоить за полдня. Это как бы все можно разобраться. Так что занимаемся и понимаем, как работают технологии, что именно на них и будет рост. Тут на самом деле дальше у меня уже идет... комиссию, да, вот куда относятся комиссии, и потом этот бык, который держит фракс эфир и фракс банды с двух сторон. На самом деле 90% идет в с фракс стейкером, ну то есть вот эти 4%, потом 8% трежери и 2% фонд слэшинга, чтобы не было слэшинга, чтобы вас не выбивало. По текущим ТВЛ ежегодное ревеню протокола составляет $2 миллиона. На самом деле неплохие деньги, с 500 миллионов протокол зарабатывает 2% себе, ну в трежаки, которые получает. Это хорошие деньги, как по мне. Итого можно сказать, что вот фракс эфириум V2 это идеальное для всех решений. И валидаторам выгодно, потому что можно взять дешевый эфир и не платить посредникам. Выгодно стейкерам эфира, потому что если у них не хватает эфира, они добавили и все, это круто. И выгодно холдерам в Fragshare, так как 8% дохода от стейкинга эфир распределяется стейкерам в Frax. Тут история приблизительно такая. Тут дальше вот про Frax Barbell Strategy. Ну, тут основная история, что Frax сейчас захватывает самые два большие направления и пытается лидерства. Есть инвестиционная стратегия Barbell Strategy, при которой составляется сбалансированное портфолио из наименее рисковых активов, типа банды, да, это вот с одной стороны, вот видите, букву Б, да, вот эта буква Б, это банды, ну, действительно, более стабильно вы ничего набрать не можете, а со второй стороны, эфириум, который становится, ну, фракс эфириум, где, конечно, надо быть, ну,
здесь надо быть толерантным немножко к риску, да, тут с эфиром есть проблемы какие-то, но мы помним, что эфир должен до 10 тысяч вырасти. Поэтому вот это все вместе должно пампить просто сам по себе Фракс. Мне еще надо рассказать про Frax Chain. Еще раз говорю, ребят, поставьте лайк. Я уже не помню, что такую жесть рассказывал на ютубе, но вроде как бы мне кажется, я надеюсь, что я донес до вас главные моменты в этом истории. Про они же L2 делают, вот. Но по поводу L2, все, что надо знать, и тут информации совершенно немного. Про L2 Frax, это типа будет EVM совместимый гибридный роллап на L2, то есть у них там еще L2, они тут еще за тренды цепляются. Все активы от Frax будут нативно поддерживаться в сети. Frax эфир будет использован для оплаты комиссии сети и распределения среди VFrax стейкеров. То есть, как бы применение у Frax эфира тоже еще будет. Добавляют утилити, тем самым, по идее, потенциально повышая его APR и так далее. Собственно говоря, вот на этом можно делать плюс-минус конец. Ну, мне так кажется. Опять же, пишите в комментариях тех, кто глубже в технологиях. Может быть, я вообще в эфир приглашу, потому что я чувствую, что нужны такие мощные технари, которые будут объяснять нам с вами какие-то вещи, которые супер сложные. Тут еще не написано ни про Fraxland, Frax Ferry и другие протоколы Фракса, которые дополняют основное. Но в целом базу я вам объяснил. Я объяснил, какие это все вот это ожидается, что я показывал. Все ожидается уже к концу этого года. 2023, он очень скоро, ребят, надо это понимать, и поэтому, собственно говоря, покупайте Frax, холдите, может быть, подождите какой-то точки входа. Кстати, вот, для любителей еще байбеков, они объявили о том, что тут, конечно, у них есть пару миллионов долларов, то если будет цена ниже Frax, вроде было 20 разговоров, может быть, уже пару, если цена будет ниже $5 уходить, то они будут это откупать. Это как бы тоже нам помогает, потому что, ну, значит, мы сейчас около дна. Если вы хотите монету, может быть, на потенциальные иксы, может быть, это будет Frax, если мы угадаем прям нарратив следующий. На этом, я думаю, можно заканчивать. С вами был Игнат. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, телеграм, все, как всегда, вы знаете, что делать. Всем спасибо, всем пока.